Привет, друзья! Сейчас расскажу вам самые популярные способы обмана, скама, мошенничества, развода на Бали, как с туристами, так и с лонстейерами, с людьми, которые переезжают на зимовку, долго живут. И мы сами лично попали на грабеж, нашу виллу ограбили ночью, пока мы спали. Сейчас подробненько все расскажу. Смотрите, буду опираться на пост, который я нашел в Инстаграме, подписан на один паблик. У них там пост называется «5 самых известных разводов Бали», которые я хотел бы знать до того, как переехал. Вот. Но там нашел прикольный момент, о которых бы я, может быть, и не вспомнил, не подумал, или для меня очевидное. Но я добавлю еще обязательно из нашего личного опыта то, что мы постоянно слышим от наших подписчиков здесь, в Телеграм-канале. Сами будете решать, для вас это какая-то ненужная реклама или рекомендация от сердца. Сами решите, выберите. Я просто расскажу все, что знаю об этом. Давайте начинать. Так, первое, это развод в такси. Вот этот пункт из иностранного поста. Получается, водитель принимает в такси заказ в приложении, а потом просит доплатить наличными. Если отказываешься, отменяет поездку, пока не согласишься. Так, скажу, что мы лично не сталкивались с таким. Приложение Gojek обязательно к скачиванию. Дешевое такси, дешевое мототакси. Многие даже без транспорта вообще долгое время живут на Бали, потому что, по сути, это очень дешево передвигаться на мопеде. По-моему, там за $1 тебе везут куда нужно. И если ты не владеешь транспортом, то все окей. Gojek — это вот рекомендация, стандартное приложение. И там и GoFood, еду заказываешь. И мы переезжали, и благодаря этому приложению можно заказать прямо этот перевозчик. Тоже дешево все стоит. Очень крутое приложение. Честно, не сталкивались с таким вот, как здесь написано, что могут отменять. Но просто в любом случае, если с таким сталкиваетесь, отменяете и не платите, то есть не ведетесь на этот развод, просто отменяете, заказываете другого водителя, и я не думаю, что будет с этим сильно большие проблемы заказать другого водителя. Смотрите, главное от бордюра не садиться, там есть всякие Bluebird такси, вот эти бордюрные таксисты классические, да, вот они там вам заряжают, очень сильные жесткие цены, поэтому скачивайте Gojek обязательно по приезду, симку покупайте, у нас был оператор Telkomsel, можете купить там другой любой, неважно, прямо в аэропорту. Просто не покупайте у первого ларька, а идете дальше, он там уже во втором ларьке будет дешевле. Если вы идете, остановитесь просто где-нибудь на дороге, их прямо вот продают в ларечках таких, еще будет дешевле. Можете еще до прилета поставить себе этот Gojek, приезжайте, вызывайте, пользуйтесь, все, с такси вопрос закрыт. Так, развод с визами, это от себя расскажу. Недавно вот прошумела сильно громкая история об очередном фейк-агентстве, которое кидает людей на визы. И там даже больше каких-то австралийцев кидало, русскоязычные тоже попадали на это агентство. Большое было агентство с офисом в Джакарте, и оно очень жестко разводило как-то людей вот на эти визы, брало паспорта в залог, не возвращало паспорта, люди выбивали с полицией, с суда. Это большое именитое агентство, то есть и таких маленьких шушерных конторок тоже огромное количество, поэтому, повторюсь, мы всегда нашим подписчикам или зрителям, кто не подписан, просто смотрит, рекомендуем надежные сервисы, и здесь тоже мы все 4 года делаем визу в одном агентстве, их владельцы наши личные друзья, мы дружим, просто семьями дружим. И у них делаем все документы. У них офис в Убуде есть, можно прийти там, посмотреть, пообщаться, поздороваться. Вот. И у них мы оставляли свои паспорта, тоже долго лежали, которые на продлении, потому что, даже так было удобнее. И мы полностью доверяли. Более 500 подписчиков наших у них заказывали визу до приезда на Бали. Оплачивали онлайн. Проблем нет вообще. Можно платить в рублях, в индонезийских, там, любой валютой. Рекомендация из личного опыта. И так как они наши друзья, у них есть промокод на скидку. Приют. Очень часто люди делают, кстати, визы, забывают называть промокод, а скидка очень жирная у них. Особенно на такие визы годовые, как E33G, вот эти ремоут-визы, которые позволяют релокантам приехать целый год жить. Это как мини-ВНЖ на 1 год. Вообще проблем не знаешь. Въезжаешь, выезжаешь. Короче, их контакты в описании в нашем телеграм-канале, все подробности там. У каждого свои моменты, особенности. Кто-то на зимовку, кто-то на месяц, кто-то хочет на год, кто-то хочет на разведку, а потом может вдруг остаться. Все к ним. Там ребята профессионалы, на русском языке вам все расскажут, подскажут, посоветуют. Вот это наша рекомендация. Если кого-то бесит реклама, просто не обращайтесь к ним, идите в любое другое агентство. Но на свой страх и риск понимаете, что вот таких вот косячных контор, про которые я рассказал, реально много. И, туристы, очень сладкая история, чтобы, почему бы не развести туристов. Идем дальше.
Скимминг в банкоматах. Ну, это классическая история, да, по всему миру сейчас известно, что многие ставят, мошенники ставят на ATM такие считывающие штуки, когда ты карту всандаливаешь туда, она считывает еще до того, как она заходит, все данные, потом ты забираешь, все данные остаются у мошенников. И при оплате в кафешках, в терминалах тоже мы такое слышали. Мы на своем опыте ни разу не сталкивались тоже на Бали. Я много пользовался снятием наличных, часто, вот как-то повезло, судьба, не знаю, но это имеет место быть. Используйте банкоматы в банках, торговых центрах, крупных магазинах и закрывайте обязательно базовые, да, вещи там закрывать рукой, то есть не пренебрегайте стандартной техникой безопасности, потому что в Индонезии есть вот эти банкоматы отдельно стоящие, там могут мошенники легко подойти, как-то сделать, если это все внутри торгового центра, то риск минимизируется. Вот такая вот реальность. А еще, кстати, по поводу обменников, это рекомендация, в которой мы тоже не имеем никакого плюса или выгоды, потому что у нас в телеге в нашей спрашивают ребята постоянно, которые приезжают из СНГ, где поменять деньги, которые не владеют крипто или нет возможности, или там просто очень часто от нас едут, потому что у нас канал про жизнь с детьми на Бали, очень много информации, много мам едет, дети на руках. Есть много обменников на Бали, чуваки, валютчики, я не знаю, как там, да, обменники меняют валюту. Рубли в рублях переводите, он вам там крипто или местными индонезийскими. В общем, есть ребята, которые с этим помогают, у них есть процент свой. Мы в этот процент не лезем, вообще с этого ничего не имеем. Просто у нас есть знакомый чел, который уже помогал нашим подписчикам при переезде. Тоже его контакты в закреп-посте в нашей телеге есть. Если нужно, повторюсь, можете найти своих. Их много на Бали, их тоже много. Пожалуйста, форумы, чаты ищите. Там целая есть отдельная ветка, по-моему, есть отдельная группа. Обменник на Бали, что-то такое. Там этих десятки людей. Ищите, нет проблем. Не заставляю, не пушу. Просто говорю, что есть такое решение. Контакты все есть. Идем дальше. Поиск жилья на Бали дистанционно и уже на месте. Это вообще отдельная жирнючая тема. Просто на этой теме очень много людей делает деньги. И также, естественно, там плодится много обмана. Много недобросовестных агентов. Были случаи, лично с нами не происходило, но мы знаем, что были случаи, когда вот эти типа лжеагенты как-то вписываются. Я вообще не знаю, как это люди умудряются это мудрить, но это были истории. Мы там сидели в компаниях, общались со знакомых. Люди сдают виллу, и потом оказывается, что она уже сдана. Каким-то образом где-то они там намучивают, перемучивают. Истории с поиском жилья, конечно, много разных. Еще тип развода, кстати, это у нас Настя занимается сейчас, помогает искать виллы. В последнее время, после консультаций по релокации или переезду, или отдыху на Бали, у Насти постоянно много запросов по поиску жилья, виллы. И она мне постоянно рассказывает приколы про то, как недобросовестно даже сдают дистанционно, особенно, когда ты не можешь приехать проверить, тебе пишут, что все хорошо, строек нету, еще что-то, там все окей, типа вилла она классная, шикарная, фоточки смотришь там, потому что все фоточки вилл на Бали, вау, особенно если ты еще там ни разу не был, тебе кажется все круто. Ты приезжаешь, там все отсыревшее, много плесени и напротив стройка, и ты уже как бы оплатил это дистанционно. Сейчас я позову, и она расскажет про это подробнее. 3 основных проблемы при поиске жилья на Бали. Первое. Это ожидание и реальность. Несоответствие этих всех красивых картинок, фотографий с реальностью, с тем, что вы получаете при заселении на виллу. Практически перед каждым новым заселением виллу косметически слегка обрабатывают, тюнингуют, и через пару месяцев после заселения все эти недостатки всплывают, и вы с ними знакомитесь. Вторая проблема. Надежность перевода денежных средств. Конечно же, возможно, это можно было поставить и на первое место, потому что это, конечно, волнует очень многих. Как перевести деньги за виллу, которая вам уже сильно понравилась? Разумеется, менеджер или сам владелец виллы просит внести депозит. Зачастую это в районе 50% от стоимости виллы.
месячной, либо за 3 месяца, смотря как вы договоритесь. Но, опять-таки, это не догма, это приблизительное такое правило, потому что у каждого владельца или у каждого агентства свои могут быть какие-то нюансы, какой-то свой регламент. Более того, сейчас стала вся эта история достаточно сложной, с переводами, с карточками, с разными банками, транзакциями. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Многие карты просто могут не принимать. Очень часто владельцы просят заплатить за виллу, внести депозит на их индонезийский счет. Переходим плавно к третьей проблеме основной. Это документация. Я вам также рекомендую обязательно подписывать договор. Да, разумеется, дистанционно это сложнее сделать, но хотя бы приблизительно вы как-то можете попересылать какие-то документы, подписать, отсканировать, хотя бы как-то так. Когда вы приедете на остров, в любом случае вы вживую еще раз будете все эти распечатывать, подписывать договора. Просите, чтобы вам наклеили марку, которая называется Матерай. Так ваш договор будет более юридически значимым. Правильно составленный грамотный договор. Сертификат вы проверяете о владении виллой, что именно этот человек владелец. Вы ставите марочку Матерай в конце договора. И в идеале это нотариально заверенный процесс. Видите, это достаточно такой трудоемкий, непростой процесс, поэтому очень многие люди и наши подписчики выбирают более легкий путь и обращаются ко мне за помощью, в чем я с большой радостью им помогаю. Следующий пункт — это вот из списка, который, кстати, для меня, да, был бы неочевидно, я бы про него не вспомнил. Вот круто, что есть список. Это фейковая Arrival Card Индонезия. То есть при въезде в Индонезию вам нужно заполнить Arrival Card. Это, карточка туриста, где ты там свои данные все вписываешь. Просто мы ее давно заполняли, когда переезжали. И, по-моему, что не было даже, не знаю. Смысл в чем, оказывается, я даже этого не знал. Крутая информация для тех, кто собирается. Обязательно нужно учесть, что ее можно заполнить онлайн. И эти хитрожопые мошенники, придумали фейковые эти сайты, где они предлагают за это какой-то сбор. И много людей ведутся, там они небольшие суммы, тем не менее они массово собирают деньги. Это Arrival Card, она бесплатная, она обязательная для въезда, но ты ее подаешь уже на приезде вместе с документами, но она бесплатная, поэтому сайт. И также этот сайт есть у нас в закрепленном посте в нашем телеграм-канале. Тоже вот вы заходите в телегу, там закреп-пост, и там вся инфа. Вот мы туда все собираем, всю пользу. Там еще общение у нас, люди, кто переезжает, подписчики, общаемся. Это уже дополнительно, кому интересно. Не интересно, можете просто зайти, собрать инфу и идти дальше. Этот сайт есть, где бесплатно вот это Arrival Card, чтобы не попасть на всякие лохотроны. И если увидите, что нужно платить, сразу закрывайте. Это спам, мошенники. Идем дальше. Вот, следующий пункт от нас. Вспомнила Настя, мне буквально подсказала только что. Это то, на что мы попали сами. Нас развели как лошпеков, потому что это было в первые годы жизни, мы еще не знали. А это тоже такой изощренный способ. Я просто вообще угораю до сих пор. И наши друзья, кстати, чуть не попали. Смотрите, очень много, огромное количество форумов и этих чатов на Бали, где просто общаются, там, жизнь на Бали, бла-бла-бла, вот как наша телега, и у него там есть дочерний чат, да, есть огромные большие форумы, там тысячи людей приезжают, уезжают, живут на Бали, потом уезжают, у них открыты счета в Индонезии свои банковские, и они уезжают, и, как люди додумались зарабатывать и разводить людей. Есть тоже большие эти телеги и группы с барахолками, где люди продают там какую-то одежду, телефоны, ненужные вещи, распродажа. Там все принято отправлять через тот самый GoJack, про который я рассказывал в самом начале, где такси, доставка еды, переезд, и там можно отправить посылку, либо документы. Мы сами пользовались очень много раз, вот, допустим, визовое агентство отправляли тоже паспорта. Какую-то штуку онлайн ты продал, там, допустим, книгу какую-то, там часто русскоязычные книги вот пользуются среди родителей, там, да, вот попользовался, или игрушки, или вещи твои бэушные, и просто отсылаешь GoJack'ом прямо по доставке, чтобы самому не ехать, это стоит копейки, и вот так вот люди и пишут тебе объявление. Продаю там бэушный, условно, какой-нибудь 15-й iPhone, ты пишешь, о, круто, классно, он такой, мой счет закидывай, отправлю тебе GoJack'ом. Люди переправляют, GoJack не приезжает, а человека даже нету уже на Бали, может, несколько лет, он просто сидит в этих чатах и продает фейковый этот самый. А мы попали наоборот, Настя искала
какие-то продукты, где купить, там, знаете, на Бали, ну, не везде купишь там белую гречку, перловка, вот такие вот штуки. Есть специальные магазины, про это тоже у нас в отдельных видео все рассказано. Огромное количество полезной информации на канале, по переезду, по жизни. Все круто, красиво снято. Пожалуйста, смотрите, много инфы. Так вот, Настя заходила туда с такой просьбой, что-то хотела где-то гречку купить, и ей просто пишет чувиха тоже, и так правдоподобно, что да-да-да, вот есть у нас, вот там остался, мы заказывали на продажу, остался целый мешок, хочешь, давай, там переведи мне деньги. Ну, мы такие вот просто тоже инфантильные, знаете, Бали, все классно, все друг друга доверяют, все, ну и перевели деньги. Ну, там смешная сумма, конечно, но тем не менее. Вот, ну и все, и человек пропал. Так что в чатах вот это супер популярный развод. Ничего не покупать и ничего не оплачивать, только если ты договариваешься лично встретиться или какая-то там, ну, в общем, нужно подумать, как ты удостоверишься. Вот, что тебя человек, что ты ему переведешь, он тебе отправит твой товар там или за что-то там рассчитал. Я в шоке просто этих людей. Вот лишь бы не чтобы чем-то столько энергии, столько сил во что-нибудь хорошее вкладывать, там, знаете, там свое дело развивать. Не, буду вот так вот изощренно всех обманывать. Ну, как бы все зачтется. Обмен валютой с фокусами. Тоже мы не попадали, я не очень часто в обменниках менял, но смотрите, что пишут. Реально такие истории были. Вам показывают правильную сумму, считают в этой машинке, да, вы видите сумму, потом как-то он там его резинкой, знаете, вот это вот там запаковывает, потом что-то говорит, ой, смотри, птичка, ты такой, птичка, классно, поворачиваешься, он продолжает запаковывать, но там уже не хватает какой-то там части купюр. Считайте деньги медленно, не торопитесь, считайте, пускай вот он сидит при нем, не отходя от кассы, да, базовая тоже вот эта история. Вот, смотрите, тоже распространенная история, это еще когда мы в 2020 году переезжали на Бали, говорили нам такую тему. Кража телефонов и украшений, телефоны и цепочки могут срывать на ходу со скутеров. Прям вырывать, подъезжать, вот сумки вырывать, телефоны. Или когда ты едешь на скутере, тебя обгоняют на скутере местные, более, которые там хорошо владеют мопедом, шух-шух, вырвали у тебя телефон с руки или там с этого с держателя, с мопеда и уезжают. Это реально говорили, но... Честно, за всю нашу жизнь на Бали ни разу не видели, не слышали, и у знакомых такого не было. Но это не значит, что этого нет, что это врут. То есть такое быть может. Я думаю, что местные очень сильно натасканы, у них взгляд. Они понимают уже сразу, насколько ты матерый, живешь ты тут долго, или ты вот такой вчера турист такой пришел, ля-ля-ля-ля-ля, ходишь, вот, понимаете, когда этот человек долго живет, возможно, у него и связи, он сам, в принципе, уже там как-то что-то где-то, вряд ли тебе это поможет, но они лучше будут связываться, я думаю, мошенники, с людьми, которые вот только вчера приехали, которые вообще ничего не понимают, и полиция вам не поможет там, это я расскажу, я уже рассказывал в отдельном видео про грабеж, но я сейчас расскажу, как нас ограбили, у нас есть отдельное видео, как грабят на Бали, длинная история, но я сейчас просто скажу, что нас ночью обокрали, пока мы спали с детьми на втором этаже. Залезли в виллу, вынесли камеру, там мы видеограф профессиональные, и там линзы, и все на 5 тысяч или 6 тысяч долларов украли, кэш украли чуть-чуть, кэша не было, часы мои украли тоже там, ну, недорогие, не дешевые, по 600 долларов они там, тисоты были, вот мои первые в жизни, когда вот начал зарабатывать, купился первые в жизни часы, и их украли, вот, ну я вот прошляпился сам виноват местами, но, конечно, это не отменяет нехорошее поведение бандитов, которые нас ограбили. Короче, знаете, в чем самая главная проблема, чтобы долго не если хотите длинную историю, в том видео, вот есть она на канале, но, в общем, заселяясь на виллу на долгое особенно время, всегда камеры требуйте, либо за свой счет устанавливайте. Они не так уж и дорого стоят. А у нас были камеры, но они не действовали. Ну и мы как-то там халатно отнеслись, вот и все. Потому что если есть камеры, полиция может что-то сделать, и без камер даже не будет пытаться. Если у вас маки, шмаки вот эти, или дорогущие Apple, или какие-то там, я не знаю, на андроидах есть или нет, вот это Find My Mac, вот если эти все функции включены, они могут поискать. Вот они могут поискать. Но если вот у меня камеру дорогую украли, ее следить сложно, они просто, чувак, расслабься, ты ж белый, куча денег, у тебя что ты паришь, ты на Бали живешь, расслабься, там кто-то украл, продаст, он еду поест, что ты переживаешь. Вот они так, не будут заниматься такой ерундой. Вот халатность, жизнь научила, зато я получил опыт. И в целом, что хочу сказать, несмотря на все, что я сказал, на все, что здесь рассказано, Бали в целом
очень безопасное место, если вот, банально не терять бдительность. Не такое опасное место, нет каких-то больших проблем, если дружишь с головой и ведешь себя адекватно. Надеюсь, была полезная информация. На канале много видео шикарных, потрясающих. Есть документальный фильм о религии Бали. Очень красиво, мы любим снимать, круто это у нас получается. Много классных видео, полезных. Смотрите, подписывайтесь, будут еще. Увидимся в новых. Пока-пока.